Қайырлы күн, құрметті әріптестер мен достар. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Аскарова Айзада Телагысовна. Я педагог-психолог колледжа Бубек. Сегодня хочу поделиться с вами опытом работы на тему «Психологический настрой обучающихся как один из факторов успешного обучения». Основой работы педагога-психолога являются краткие и емкие слова великого казахского мыслителя и поэта Абая Кунанбаева. Человек – целый мир, и если хочешь постичь Вселенную, познай сперва самого себя. Познавая себя, студенты учатся лучше понимать друг друга, обретают внутреннюю свободу и уверенность, становятся интереснее окружающим и испытывают любовь ко всему. Основная цель моей работы – способствовать улучшению созданию в колледже благоприятного психологического климата, а также в 2022-2023 учебном году в колледже в первом семестре с каждой группы была проведена комплексная групповая диагностика, направленная на изучение личностных качеств, контроль на снижение агрессивного поведения, диагностика уровня адаптации, социометрия, диагностика суицидального риска. По запросу кураторов также были проведены дополнительные диагностики на выявление уровня тревожности в определенных группах. Основная цель моей работы, как я говорила, способствовать улучшению системы развития обучающихся, их интересов, способностей, а также созданию в колледже благоприятного психологического климата для творческого роста обучающихся и педагогов. В качестве основных направлений психологической поддержки хочется выделить следующее: диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, консультативно-просветительская работа. В колледже проводится психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также ведется мониторинговое исследование психологической службы с помощью тестирования и анкетирования. Согласно психологическим исследованиям, не все обучающиеся могут преодолеть трудности социализации, профессионального и личностного самоопределения. Поэтому главной особенностью моей работы является адаптация студентов, ориентированная позитивный психологический климат, овладение нормами поведения и межличностного общения, своевременно оказывать психологическое сопровождение в обучении и профессиональном самоопределении, осуществлять индивидуальный подход в организации учебной деятельности студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей. Правильно организованная работа в колледже ориентирована на личность, индивидуальность, оказание обучающимся комплексной психологической помощи в решении жизненных проблем и, самое главное, в осознании себя. В данном исследовании принимали участие 178 обучающихся первого курса, что составляет 88% от общего числа обучающихся первого курса. Целью диагностики уровня адаптации является определение уровня социальной устойчивости и адаптации студента. Для индивидуальной диагностики и беседы обратилась в период с 1 сентября по 25 декабря 53 студентов. Из них 29 по рекомендации куратора, 24 самостоятельно. Наибольшее число, около 40% обращения в психологическую поддержку, составляет проблемы семейной тематики. К ним относятся отношения с родителями, родными. Обращения по поводу панических атак, страхов, психотравмирующих ситуаций, пониженного эмоционального состояния составляет от 24% до 27%. Меньше всего обращений в поддержку составляют обращения по вопросам детско-родительских отношений до 18%. Согласно
Согласно полученным результатам диагностики уровня адаптации, максимальное количество обучающихся имеют средний уровень адаптации в колледже. В рамках запланированной диагностической работы по выявлению уровня студентов группы риска к условиям обучения в колледже было проведено следующее. Коррекционно-развивающие занятия, диагностика уровня адаптации, психологические беседы, тренинги, анкетирование студентов, консультация, направленная на снижение напряжения, изменение негативных жизненных установок, снижение агрессивного поведения. К категории детей группы риска отнеслись дети, склонные к правонарушениям, часто остающиеся без должного внимания родителей, не умеющие и не желающие подчиняться общепринятым нормам и правилам. В данном исследовании принимали участие 478 обучающихся, первые, вторые, третьи курсы, что составляет 64,5% от общего числа обучающихся в колледже. Результатом комплексного подхода к проблеме работы с категорией студентов группы риска является положительная динамика. Коррекционно-развивающая работа проходила в первые дни сентября. Для лучшего процесса адаптации обучающихся были проведены тренинги с использованием арт-терапии и упражнения на сплочение тимбилдинг, тренинг знакомств, психологическое правило общения, мотивы выбора профессии, адаптационный тренинг команда, а также цена сомнительных удовольствий. В колледже по плану проводилась психологическая профилактика буллинга, кибербуллинга. Цель профилактики – выявить признаки буллинга, оценить различные стратегии поведения, профилактика конфликтов в межличностных отношениях обучающихся. Такие профилактические мероприятия позволяют создавать в организации образования безопасное психологическое пространство. Также формируется устойчивое доброжелательное отношение в группе подростков, снижается агрессия, изменяются представления о самом себе, улучшается социальное самочувствие. Тренинги способствуют сплочению группы, учат доверять окружающим и верить в свои силы. В процессе работы в каждом упражнении студенты проявляют креативность, индивидуальность, стараются работать в команде. Если что-то не получается, помогают и поддерживают друг друга. По окончанию тренинга все участники бывают в хорошем настроении и всегда чувствуется легкость. По итогам анализа анкеты и обратной связи тренинги получили очень хорошие отзывы. Студенты группы глубже и лучше начали узнавать друг друга и желали, чтобы чаще проводились такие тренинги. Сохранение и укрепление эмоционального состояния педагога – это объект особого внимания моей работы и одно из направлений в обеспечении сопровождения учебно-воспитательного процесса. Его частью является коррекционное направление работы. Главная задача коррекционного направления работы – оказать профессиональную помощь в преодолении проблем, поиска скрытых ресурсов педагога, повышения самооценки, улучшения эмоционального самочувствия и создания комфортных условий для развития. Все это реализуется через проведение индивидуальных консультаций, тренинговых занятий. В колледже проводились такие тренинги для педагогов, как понимание себя и других, «Көңілі көтеріңкі ұстаздың еңбегінде жемісті», «Мы одна команда», «Тимбилдинг». Также недавно проводился психологический коучинг для педагогов, формирование благополучной среды для обучающихся в целостном педагогическом процессе. Коучинг направлен на создание комфортной атмосферы на занятиях, доброжелательного отношения друг к другу, формирование благоприятного психологического климата в студенческом коллективе. Цель коучинга – обучение систематизации практических навыков по технологии улучшения социально-психологического климата в организациях образования.
Проводилось также анкетирование с педагогами с целью определения уровня агрессивности, где приняли участие 20 педагогов, что показывает положительную динамику. По окончанию коучинга педагоги поделились впечатлениями, отметили актуальность и значимость обсуждаемой темы. В рамках реализации проекта «Чтение обучающихся. Путь к успеху каждого» в колледже проводились презентации авторов психологических и мотивационных книг Луизы Хей «Твоя жизнь в твоих руках», Дейля Карнеги «Искусство заводить друзей и оказывать влияние на людей», Ника Вуйчича «В жизни нет ограничения» и другие. Такая психологическая беседа со студентами способствует привлечению обучающихся к регулярному чтению, позволяет разобраться в особенностях психологии и является действительным методом духовного самосовершенствования личности. В рамках республиканского семинара «Все начинается с семьи» совместно со студентами колледжа Бубек проведен тренинг с детьми учебно-оздоровительного комплекса «Бубек». Тренинг направлен на создание предпосылки для формирования у присутствующих отношения к семье как одной из главных жизненных ценностей. Цель тренинга – расширить и обобщить у детей представление о семье, ее традициях и ценностях, создать атмосферу доброго сотрудничества единомышленников. В рамках республиканского семинара также совместно со студентами второго курса колледжа проведен тренинг с педагогами, приехавших из разного региона Казахстана. Цель тренинга – систематизировать участникам практические технологии улучшения социально-психологического климата в организациях образования. Такие практические работы со студентами способствуют развитию самостоятельности, ответственности, формированию у студентов профессиональных практических навыков и умений. Психологический настрой на урок как средство повышения качества образования. Каждый педагог знает, как начнешь урок, так он и проходит. Поэтому каждый урок должен начинаться с создания у студентов благоприятного настроя. Благоприятный климат на уроке зависит от многих факторов. Учителю важно помнить, что психологический климат на уроке начинается создаваться вне урока. Отношение обучающихся к учителю – это важнейший критерий психологической атмосферы урока. В самом начале задаются темп, работа динамика, заинтересованность процессом обучающихся. В этом помогает правильно подобранный и проведенный психологический настрой. Чтобы достигнуть высокой эффективности урока, следует учитывать физиологические и психологические особенности студентов, предусматривать такие виды методики, которые снимали бы усталость. В колледже во время урока со студентами проводятся разные техники снятия эмоционального напряжения, как квадратное дыхание, альфа-визуализация, саморазвитие, мелкая моторика, туннель, кулак, ребро, ладонь, мои ассоциации. Также проводятся нейроупражнения для преодоления трудностей обучения. Эти игровые методы формируют у обучающихся такие качества, как сплоченность, уравновешенность, собранность. Ученые указывают, что использование таких методов помогает активизировать любую деятельность, предупредить или безболезненно ликвидировать сложный конфликт, снять эмоциональное напряжение. В руках умелого учителя возможность создать на уроке такую благоприятную атмосферу, в которой студенты будут чувствовать себя комфортно. Вместе со студентами совершенствуются и педагоги. В процессе становления и формирования каждого студента как личности особенно важна роль педагогов.
Бүгінгі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі болып жатқан үлкен өзгерістер еліміздің болашағына, оны жүзеге асыру жолында еңбек етіп жатқан ұстаздар қауымына үлкен жетістіктер әкеледі деп ойлаймыз. Бұл жетістіктерге барлығымыз қол жұмысып, өз үлесімізді қосатынымызға сенімдімін. Жауапты да маңызды саладағы еңбектеріңізге сәттілік, өздеріңізге зор денсаулық тілеймін. Сау болыңыздар.